Всем привет, друзья! Это канал True Kitchen. Сегодня мы будем готовить греческий гирос. В прошлом видео я показал, как замесить тесто и выпечь булочку для гироса. Сегодня я покажу, как собрать сам гирос. Для начала я займусь курицей. Поставлю духовку разогреваться на 200 градусов. Пока духовка будет разогреваться, помоем курицу. Для гироса я взял куриное филе. Моем его. Зачищаем наше филе от ненужного жира и сухожилий. Также вырезаем хрящи, так, чтобы у нас получилось чистое филе. Для того, чтобы наше филе не было сухое, я буду готовить его в духовке. Как я уже сказал, я поставил его разогреваться на 200 градусов, а само филе я буду готовить в рукаве для запекания. Если запечь филе просто в духовке, без рукава на противне, оно получится тоже вкусным, но будет суховатым. Берем миску, в которой будем мариновать наше филе, и складываем туда. Нам понадобится и малое филе, и большое. Я сейчас взял две большие грудки, но из них реально у нас пойдет блюдо гораздо меньше. Просто я буду делать еще, возможно, какие-то другие блюда. И поэтому, если останется курица, будет хорошо. Мы разобрали наше филе. Обрезки, которые у нас остаются, все эти сухожилия, немножко мяса, жир, можно будет положить в заморозку и потом использовать для приготовления бульона. Обрезки помещаю в одноразовый пакетик и убираю в заморозку. Дальше приступаем к мариновке филе. Берем наши разные любимые специи. Я беру молотый перец, беру немного молотого шафрана. Это дешевый шафран, такую специю можно без проблем найти в магазине. Беру немного карри, немножко острой паприки, кориандр и кумин. Также, конечно же, солим по вкусу. Стараемся не пересолить наше мясо. Вкус можно будет догнать с помощью соуса. Дальше добавляем немножко масла для того, чтобы скрепить наши специи. Много добавлять нет смысла. Пока я не перемешиваю, для того, чтобы чистыми руками сделать наш рукав для запекания. Отрезаем нужную нам длину. Мне понадобится примерно столько. Вытаскиваем ленту для завязывания. Завязываем с одной стороны. Не туго, так чтобы выходил пар во время запекания и наш пакет не порвало. Если вы используете рукав для запекания с дырочками, тогда края нужно затягивать туго. Пакет я подготовил. Теперь вымешиваем нашу курицу тщательно, так, чтобы все наши специи равномерно разошлись. Посмотрите, какая вкуснота. Божественно. Закладываем это все в рукав для запекания. Мисочка нам больше не понадобится. Завязываем второй край. Также не туго. Распределяем нашу курицу. Проверю, разогрелась ли духовка наша. И она разогрелась.
Помещаем рукав для запекания в духовку на среднюю высоту и запекаем примерно 40 минут. Тем временем займемся другими продуктами. Начнем с картошки. Для начала почистим ее. Моем нашу картошку после чистки и режем ее на слайсы толщиной где-то полсантиметра. Ну, примерно вот такие вот. Вы можете порезать и пожарить картошку каким-либо другим привычным для вас способом. Я вам покажу, как это сделать красиво, так чтобы ваш гирос выглядел реально круто. Небольшой лайфхак. Если вы хотите, чтобы ваша картошка была с золотистой корочкой, чтобы она была реально вкусная и не слипалась во время жарки, нужно удалить лишнюю влагу. Можно это сделать бумажным полотенцем, так будет быстрее. Либо можно просто разложить на доске ее на несколько минут, для того, чтобы она слегка подсохла. Теперь приступаем к жарке. Наливаем немножко масла. Когда наша сковородка нагрелась, начинаем жарить наш картофель. В конце, когда картофель будет почти готов, мы его только подсолим. И на этом все. Жарим его до полной готовности. Картошка у нас почти готова. Такого красивого золотистого цвета. Подсаливаем ее. Так, чуть-чуть для вкуса. Можно сверху приправить еще немного молотым перцем. Я пожарил картофель до вот такого состояния. Выкладываем его на тарелку. Курица у нас пока что запекается, так что сейчас мы займемся соусом. Соус мы будем делать классический для данного блюда дзадзики. Он делается из греческого йогурта, из чеснока и из свежего огурца. Можно сделать соус из рубленого огурца. Я предпочитаю его перебивать блендером вместе с йогуртом и чесноком. И чуть-чуть добавляем соль. Подключаем наш блендер. Заправки нам много на один гирос не понадобится. Но вы можете сделать этого соуса чуть-чуть больше и оставить его для какого-то, возможно, бутерброда, либо, может быть, какую-то будете делать шаурму, либо салат. Этот соус очень легкий, потому что он на основе огурцов и йогурта. Он легкий и освежающий. Я добавил 2-3 столовые ложки йогурта, примерно грамм 70 свежего огурца. Немножко я его порежу, для того, чтобы было легче перебивать его блендером. Отправляем в чашу блендера. Нарезаем чуть-чуть чесночка. Вот буквально часть от зубчика бросаем туда. Если вы любите чеснок, можно добавить еще больше. Тогда соус будет более насыщенный. Если вы не хотите, чтобы от вас не очень хорошо пахло, тогда добавляйте его совсем чуть-чуть. Добавляем щепоточку соли. Затем по вкусу можно будет довести. И перебиваем все это дело блендером. Если вы делаете с рубленым огурцом, тогда вам нужно перебить йогурт с чесноком и после этого добавить рубленый огурец. Как правило, его режут маленьким кубиком. В банке йогурт очень кажется густым, а когда начинаем его перебивать, он становится очень жидким. Итак, я перебил наш соус. Берем ложечку, пробуем.
Еще чуть-чуть соли надо. Теперь отлично. Блендер нам больше не понадобится. Итак, картошка готова, соус готов. Также в гирос можно добавить помидор. Моем его. Я очень люблю сорт Микадо. Он хорошо подходит для любых блюд, где требуется свежий помидор. В данном случае он нам идеально подходит. Вырезаем зеленую часть. Нам понадобится несколько слайсов. Таких, примерно по толщине как картошка, полсантиметра. Этого нам будет достаточно. Вы можете взять любой другой помидор, либо можете сделать вообще без него. В классическом рецепте обязательно должен быть соус дзадзики, картошка, курица и булочка для гироса. И вот он, наш герой программы. Разрезаем булочку. В данном случае у меня булочка получилась не очень длинная, поэтому я ее буду делать в таком формате. Я думаю, всем видно, что здесь отличный кармашек. И сюда можно будет положить большое количество начинки. Если у вас булочка получилась более широкая, ее можно порезать пополам и сделать так, как обычно это делают в заведениях быстрого питания. Что ж, у нас все готово. Ждем, пока запечется наша курица. Курица приготовилась. Начинаем собирать наш гирос. Для начала смажем полость булочки соусом. Если у вас есть какая-то соусничка, либо бутылка для соусов, можете налить бутылку, и так вам будет гораздо легче наносить соус. Дальше на низ я кладу слайсы картофеля. Вот так вот. Аккуратненько в один ряд, много ложить не нужно. Дальше берем куриное филе. Пока оно горячее, можно нарезать с помощью щипцов. Щипцами придерживаем, ножом нарезаем. Режем красивые слайсы. И это тоже толщиной примерно в полсантиметра, так же как помидор и картошка. Курицу можно нарезать больше, чем картошки и помидора. Это у нас основной продукт. Так, погружаем слайсы внутрь. Да, этого достаточно. И теперь пару слайсов помидора. Вот такая красота у нас получилась. Теперь аккуратно поливаем это соусом. И, собственно, все. Наш гирос готов. Большой, вкусный, сочный. Это то, что нужно. Это мега круто. Друзья, ну на этом все. Наш греческий гирос готов. Мы приготовили его меньше, чем за 40 минут. Главное, чтобы заранее была приготовлена булочка. Кому понравился этот рецепт, ставим лайк, подписываемся. Обязательно пишите внизу комментарий, кому что понравилось, либо не понравилось. И обязательно рассказывайте своим друзьям. Всем спасибо за просмотр. Дальше только интереснее.